Ребят, всем привет! Люблю эксперименты, но зачастую некоторые из них проблематично проводить в закрытых помещениях. Я, конечно, переоборудовал свой гараж под студию, чтобы вести там съемки, но все-таки делать подобные вещи лучше на открытом воздухе. Однако и там есть свои недостатки. Выбирая свалку мусора для грязных опытов или просто отдаленное место в кустах, сталкиваюсь с проблемой. Это отсутствие заднего фона, чтобы можно было снимать как в студии. Поэтому решил я заехать в ближайший магазин сантехники, прикупить пластиковых труб, фитингов к ним и достать свой старый, но верный паяльник для пластика. Просто спаять каркас для фона проблем никаких нет. А вот как сделать его разборным? Существующие в продаже резьбовые соединения для пластиковых труб оказывают сильное влияние на стоимость конечной конструкции. Пока нарезал куски по наброскам будущей идеи, решил опробовать следующий вариант решения проблемы. Для начала спаял все части и нанес разметку цифрами на отдельные элементы, чтобы не запутаться при сборке. А чтобы закрыть вопрос крепления их друг к другу, купил в магазине подходящие по размерам метизы и путем разогрева металла стал вплавлять болты и гайки в окончания заготовок. Разогрев вел как газовой горелкой, так и монтажным феном. Горелкой быстрее, монтажным феном экономнее. Выбирайте сами. Лучше сразу охлаждать в воде, так как горячий металл в пластике может уходить от своей точки фиксации, пока не остынет окончательно. Заранее, на этапе проектирования, представьте себе будущую конструкцию. Как вы ее будете собирать и в какой последовательности. Это позволит провести все расчеты по крепежам и рассчитать их количество и места креплений. Соединять отдельные элементы теперь стало легко. Однако в некоторых случаях пришлось впаивать только гайку, а во встречной части сверлить отверстие под болт. Иначе никак не получается. Лучше дополнительно воспользоваться шайбой под болт, чтобы защитить пластик от лишнего износа. В моем случае используюсь болты и гайки М12 под 19 ключ. Таким образом, в конечном итоге мы получаем сборно-разборную конструкцию из пластиковых труб, а это позволяет создавать нестационарные объекты, что очень важно. До этого мне попадались чертежи только неразборных конструкций. Теперь же их можно усовершенствовать. После сборки каркаса я решил добавить еще и цветовую маркировку. В моем случае по принципу светофора. Элементы с красным вверху, потом желтый и зеленый. Помогает быстро сориентироваться в расположении элементов, а потом уже сопоставить цифровую маркировку. В фикс-прайсе приобрел садовые колышки. Такие, кстати, годятся и для палаток, и вообще выручают в разных ситуациях. Знакомая рукодельница помогла с пошивом чехла из плащевки. В него влезет все необходимое, чем решается вопрос транспортировки. Испытания решил провести в укромном месте, где меня никто не побеспокоит. Сборка не вызывает сложностей, тем более, что все промаркировано и размечено. Дополнительные болтовые соединения в количестве 6 штук тоже не напрягают. Этот этап проходится на ура. Студия на свежем воздухе, размером несколько гектар, в окружении деревьев. Красота. Чтобы придать дополнительную устойчивость конструкции, я использовал растяжки и колышки. Колышками также можно прижать к земле нижнюю часть каркаса для дополнительной фиксации. Уже позже понял одну из ошибок. Я приобрел тонкостенные трубы, поэтому конструкция не имеет желаемой жесткости, но все равно пригодна для работы. В будущем учту этот момент, а эту пока можно будет усилить загоном внутрь деревянных штапиков под диаметр. В итоге, если поставить столик под фон и направить камеру на зону съемки, то получим прекрасную студию под открытым небом и естественным освещением. Можно проводить любые эксперименты и снимать видео без опасений надышаться чем-то очень неприятным или просто задымить помещение. Вариант конструкции в данном случае пригоден для использования, что называется, в чистом поле. Однако, отсоединив задние опорные части, можно использовать только саму рамку, например, оперев ее об автомобиль или ствол дерева. Можно на растяжках подвесить между веток, отрегулировав высоту подъема, или к потолку в помещении зацепить, или на пару штырей в стене.
Причем эта стена может быть тоже на улице. Вариантов много, как для домашнего, так и для Open Air варианта использования. Таким образом, получаем хорошую универсальность. Попросил сшить такой же экран с резинками и липучками, только зеленый, для хромакея. На природе он вряд ли пригодится, а вот в помещении может. Теперь вот прям полный набор имеется. Отныне, имея опыт создания разборных конструкций из пластиковых труб, можно приступать к другим проектам, в том числе и к модернизации чужих, но не разборных. Это пилотный вариант, пришедший в голову идеи. Поэтому интересно услышать мнения и замечания в комментариях, а также увидеть лайки и новых подписчиков. А пока прощаюсь, благодарю всех за просмотр и до новых встреч. Пока.